Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами посмотрим новый мод. Он называется War of the Firstborn. Нет, не War, а Wars. Неважно. Я вам даже настройки выкрутил, чтобы покрасивше было. К сожалению, тут всего лишь одна фракция. Ну, по факту здесь, конечно, 6 фракций. Но переделана или сделана только одна. Все другие, там 95% это ванильный контент. Так что мы посмотрим только одну. Ну а если вам понравится, то вы в комментариях напишите, и я тогда ее с кем-то сыграю. Может даже с ботом. Ботом, мне кажется, тут невозможно победить Брутала. Ой, я еще и запустил его. Брутал нам не нужен, он нам только мешать будет. Да, Саурон это Мордор, если что. И по иронии, там нет Мордора. Там нет Саурона, точнее. Значит, игра нас встречает вот такой вот менюшкой. Любопытной, но мне не нравится, честно говоря. То есть тут мы можем выбрать режим первой БФМЕ или второй. То есть если вы играете по сети, вам надо будет ждать, пока ваш противник выберет, вы как бы голосуете. Я не знаю, что будет, если я выберу первую, а противник вторую. ХЗ. Тут с кольцом или без, ну нам, конечно же, надо с кольцом. Тут экстра моды, то есть... Тут либо дополнительные ресурсы в начале, либо без этих ресурсов. Ну, я ничего не выбираю. Ну, наверное, вот это. Without. Зачем оно нам? И все. Тут мы нажимаем I am done voting. И через некоторое время игра стартанет. Кстати, котик от подписчика. Вот так выглядит Лихолесье. У нас аж 3 ресурсных здания, что весьма любопытно. Начинать нам нужно с вот этих вот зданий. Их я бы на месте автора поставил бы вот сюда, чтобы интерфейс был как бы для, ну, дружелюбным для новичков. К тому же иконки очень плохо сделаны, и из-за этого сложно понять, что это такое. Вот, ну, в общем, начинаете с этого. Все вот эти вот 3 здания, это кузницы, они дают различные фичи. Вам нужно с этого стартовать, ну, во-первых, потому что оно самое дешевое, а во-вторых, потому что оно дает скидку на здание. То есть нам надо как можно быстрее 5 штук построить, чтобы скидочка была в 25%. Так что вот тут строим. Вот это берем. Вот здесь и, ну, наверное, вот здесь еще. Как только мы получили скидку на здание, другие мастерские, ну или кузницы уже не так дорого будут стоить. 450 и 337, так что строим их тоже. Они нам понадобятся и те, и те. Это нам дает, если бы мы строили очень много, ну, допустим, если у нас дополнительные точки будут для строительства, ну, допустим, мы вот здесь захватим или здесь, то мы их больше построим, это снизит нам стоимость тяжелой брони, а это снизит нам стоимость легкой брони. Тут есть такая фича, сейчас я вам покажу. У юнитов есть аж 3 вида брони, и от этого зависит их, я даже не знаю, их суть, что ли. То есть вы, когда строите юнита, вы сперва должны выбрать ему броню, и у него обилки появляются. Вот, допустим, мы построили здание. Сейчас покажу. Так, это, кстати... Я не знал, что это сразу можно делать. Ну, окей. Вот, смотрите, построились юниты, и вы можете выбрать легкую броню, среднюю броню или тяжелую броню. Соответственно, у нас поначалу доступна только легкая, а дальше нам нужно деньги потратить. То есть тут 1000 потратить и тут 1000, но нужно, чтобы качнулся 2-й уровень. Вот и у нас будет выбор. Выбираем, и уже появляется панелька с обилками. Кстати, что-то прям легкий бот меня душить решил. Но, к счастью, у нас крепость стреляет и довольно сильно. И, кстати, такое впечатление, что только у Лихолесья она стреляет. Я за несколько фракций сыграл перед этим, и у меня не стреляло. Вот, мы можем также защиту тут на крепости поставить, чтобы я потом не забыл. То есть мы выбираем либо вышку, либо за 2000 какой-то фонтан. То есть я так
предполагаю, что это будет то же самое, что в ваниле. Ну, поняшки будут вырезать, ну или похожая штука. Ну, надеюсь, что бот нападет, и мы с вами увидим, что он дает. Я не знаю, честно говоря. Не понимаю. Ну, скорее всего, да, поняши будут вырезать водные. Так, идем дальше. У нас статуя и фонтан вместе склеены были. И у нас есть вот такая вот штука. Это вместо конюшни, если так можно выразиться. Короче, это здание с элитниками. Вот. И кроме этого у нас есть 3 казармы. Они разделены очень странным образом. То есть казарма для мечников, казарма для лучников, точнее, вот лучников, и для копейщиков. И, собственно, все. То есть разницы никакой нет. То есть здесь строятся мечники, тут лучники, там копейщики. Почему так, я не понимаю. Какой смысл оно в себе несет, я тоже не понимаю. Никаких дополнительных фич нет. Почему нельзя в одно здание объединить? Сложно. Ну, в принципе, вы, наверное, скажете, что это супер неудобно, потому что вы 2 лишних слота должны использовать для юнитов. Но мы можем на обычных точках на карте строить все вообще здания, которые у нас есть тут в крепости. Вот, то есть частично автор это обдумал. Ух ты, видели? Это вот эта штука стрельнула. То есть это не поняши, это нечто другое. И тут меняется, кстати. Блин, это имбово. Мне кажется, надо вот здесь вместо вышек. Они ж даже не достают. Нужно вместо вышек эти штуки ставить. Но дорого очень, конечно. Ля, что делает? Просто с плышом вырезает. Так, у нас сейчас 2-й левел качнется. Итак, наш фонтан. Очевидно, нас хилит. Бустит наш опыт боевой на 25%. Дамаг тоже на 25%. Дает антистрах. И дает скидку на героев. Если вы построите 4 этих фонтана, то вы получите скидку в 30%. Герои тут некоторые стоят довольно дорого, как, например, Леголас и Трандуил. Так что в этом есть некий смысл. Но стоит заметить, что в ваниле, ну, в ваниле я имею в виду первую БФМЕ, такая же механика требовала постройки статуй, которые стоили 150 монет. То есть сравнительно недорого. Самое дешевое здание. Почти что. И вы, в принципе, за сравнительно небольшие траты могли очень нехило сэкономить. Тут же немножко другой смысл, потому что оно стоит 320, ну пускай будет даже 300. То есть вы потратите 1200 только, чтобы получить скидку. Это тупая механика, потому что вместо этого дерьма я мог бы уже себе купить, например, Тауриэль. Или же Галеона, 900 монет стоит. То есть игрок очень сильно рискует, чтобы получить скидку. То есть получается, чтобы выйти в Трандуила в начале. В общем, эту механику не проработал автор. Тут, и чтобы ее оставлять, нужно делать отдельно статуи и фонтаны, и тогда она будет работать. Ну, либо это просто никто юзать не будет специально. Имха. О, кстати, я только заметил, что в этих зданиях есть апгрейды. Я так понимаю, что это что-то типа рынка. Да, это апгрейд из рынка Гондора. Вы получаете обратно 50% стоимости ваших зданий, если противник их разрушает. Вот только стоит оно 1000, это невыгодно, оно должно стоить 500. И тут, к сожалению, не написано, что оно дает, но я вам чуть позже расскажу, когда оно появится. Вообще какой-то Stonework апгрейд его тупо нет. Кстати, в крепости тоже есть апгрейды. Ладно, в этой нет, а у других фракций есть. Странно. Так, у нас прокачался этот кузнец. Мы сделали апгрейд тяжелой брони. Где у меня тут? Вот, значит, у нас есть три варианта. Теперь, когда у нас есть этот апгрейд, легкая броня у нас ничего не стоит. А так нам нужно добавлять еще 200 монет. То есть, если отряд стоит 250, то в целом получается 450 монет за отряд.
Значит, давайте мы тяжелую сделаем. Ага, она жрет 20% скорости, 25% урона и не позволяет им становиться невидимыми в целом, но очень сильно режет по ним входящий урон. Ну и, разумеется, еще и по обилкам, да, отличается. То есть, если у нас легкая броня, то эти ребята на 100% больше урона наносят в спину. Ну, вообще, фланкинг дэмэдж не только в спину, но еще и слева и справа. На случай, если вы новичок в этой игре, я поясню. Если вы атакуете в спину, то у противника не работает броня. Если вы атакуете слева или справа, то есть с флангов, то у противника работает лишь половина брони. И, соответственно, у этих ребят этот бонус увеличен на 100%. Но нельзя сказать, что это 100% брони не будет работать с флангов, потому что остаток брони будет как-то влиять на это усиление. Но, тем не менее, это очень большой бонус. И у них есть обилка, быстрее бегать, собственно, на 15 секунд, 25% скорости бега. Вот. А, кстати, мы можем лучше построить... Что у нас тут? Это лучники копейщиков. Да. Нам скидка не нужна, у меня очень много денег накопилось. Если мы берем среднюю кожаную броню, то эти пацанчики могут регенерировать здоровье, находясь вне боя. И у них появляется обилка. Они могут бить сплэшом. Это довольно жирно на самом деле. То есть это нужно пытаться как можно быстрее изобретать. И у них еще можно сделать апгрейд клинков, но пока что... А, нет, можем. Окей, окей. Тут их два есть. Там клинки и стрелы. Ага, и вот тут тоже. Сейчас разберемся. И если мы тяжелую, то, как видите, они медленно двигаются. О, интересно, а на хп влияет? 260, 220. А, это потому что левел. Окей. Значит, не влияет. Не влияет. Тут вообще четвертый. Ага, то есть у них получается типа прикрыться щитами. Это позволяет увеличить броню на 35%. Соответственно, всю броню на 35% и дополнительно еще 35% от мечников. Но режет 20% скорости и 15% урона. Короче, они не сильно дамажные, но зато очень толстые. Но что-то я не вижу этой скорости, честно говоря. А не, ладно, вижу. Все верно. Угу. Эта штука дебафает врагов на 15% дамага на 20 секунд. Увы, анимацию автор не сделал никакую. Ну и, собственно, грейдим. Клинки 20% урона. Тут то же самое. И тут то же самое. Сейчас по лучникам посмотрим. Короче, легкий бот немного психанул. Пришлось подрубить читы, чтобы он мне не мешал. Значит, смотрим лучников. Если мы берем легкую броню, то они наносят на 60%, на 60 единиц, точнее, больше урона по кавалерии. Это, кстати, звучит очень имбово. Что проценты, что единицы. Единицы даже имбовее звучит на самом деле. Ну, хз, как оно там работает. На 15% они могут себе врубить бонус дамага. А, нет, просто, да, бонус дамага 25%. И, собственно, сделать апгрейд стрел дает 30 единиц магического урона и увеличивает базовый урон на 20%. То есть чувствуете, да, насколько это имбово? Апгрейд стрел дает 30 единиц магического урона, а просто они, будучи собой, 60 единиц урона по кавалерии больше наносят. Это чересчур много. Ну да ладно. Но, в принципе, о балансе в этом моде переживать не стоит. Его просто нет. Он настолько плох. У меня Тауриэль, герой за 1200 и 2 отряда лучников самых дешевых. Где-то за секунды 2 мумаков сносили. Так что забейте. Тут в этом плане автор не работал. Средняя броня.
Тоже они исцеляются и получают обилку замедлять при атаке врагов. Весьма полезно, кстати, я бы сказал. Ну и апгрейд такой же, да. Вот, и тяжелые лучники. Ага, получают формацию такую же, как и мечники, собственно. Обстрел рейнджеров. Ну и такой же урон. Угу. Ну, честно говоря, мне не нравятся фичи тяжелых лучников, но, наверное, есть смысл, чтобы, ну, их брать. Выживаемость. Куда-то побежал. Окей. А вы заметили вот эту обилку? Это не обилка. Вот, это чтобы они на стенке нормально стояли. Кстати, это даже прикольно сделано. Давайте их поставим на стенку. То есть мы, по идее, прожимаем. А, видимо, они двигаться не смогут. И это... А, тут какая-то херня, что они сразу убегают. То есть вот поэтому он так сделал. Не, ну неплохо. Это, кстати, вот респект автору за то, что это придумал, потому что даже в модах, где нет такой темы, что юниты сами со стенки сбегают, все равно этот баг случается очень часто. И, ну, я как проходильщик осад прям реально респектую за это. Очень прикольно. Так, и по копейщикам смотрим тоже. А, у меня тут есть... Блин, я не различаю, где лучники, где копейщики. Вот теперь различаю. Сюда идем. Леголас подох. Итак, дефолтные пацанчики, легкая броня. Смотрим. Дамажит на 35% больше по зданиям. Все, нет летучки. Можно врубить, и они будут в 2 раза дальше бить на 15%. Это любопытно, кстати. Весьма. Я бы хотел это затестить. Ну, допустим, я врубил. И что дальше? Реально работает. Это немного кринжово выглядит, но это полезно. Это очень полезно. Получается, они как кринжевики становятся, что ли. Так, это у нас обычная броня. Средняя броня. Регенерация, то же самое. И отбрасывает врагов. Ух ты, это еще лучше, чем первые. В общем, я все больше убеждаюсь в том, что если вы это будете играть, то нужно рашить апгрейд средней брони. Он вроде в начале доступен самым. То есть вместо первого героя вы делаете апгрейд брони. Это потащит. Мечники будут сплэшом бить, копейщики отбрасывать, лучники замедлять. Очень даже вкусно. Ну и да, апгрейд, неважно, клинков, ничего не поменялось. У всех одинаково. Так, ну и тут формация. Только здесь вместо мечников дополнительная броня против кавалерии. Что логично, они же копейщики. Хотя не очень логично, потому что, ну, они и так не должны бояться кавалерии. Ну да ладно. И обилка. А, типа чардж с отбрасыванием, что ли? Выглядит как-то всрато. Ага, я понял, как это делать. Это издалека надо врубать. Ну, такое, ну, немножко говной воняет. Не сильно, но как-то что-то не очень это. Ну, по пользе, наверное, хорошо. Но я чувствую, что от этого куча багов будет лишних. Обилка просто на отбрасывание выглядит прикольнее намного. И смотрим на элитку. Значит, тут есть два вида. Вот это строится, ну вы уже заметили, я их построил. Вот это строится, если вы сделаете апгрейд тяжелой брони и клинков. То есть, собственно, просто вот здесь все загрейдите. То есть, вам нужно подождать до 3-го левела. То есть, вам нужно строить это здание в самом
конце вашей базы, то есть вот тут, чтобы никто его не снес. Иначе придется скачать заново, что плохо. А этих пацанов вы можете строить в начале. Это лейтенант. У него дофигища хп. У него 1200 хп. К слову, у Таурель 3200 это на 10 уровне. То есть этот пацанчик может очень даже не кисло потанчить. Значит, первая обилка дает ему возможность прыгнуть. Я прав? Да, это выглядит, кстати, очень странно. И на 15 секунд он броню получает. Ну, давайте попробуем сейчас. Что, он отбросит кого-либо? Да. А теперь по лукарям. Да что не так? Ой, я не то построил. А, я не могу сразу двух заставить прыгать. Это плохо. Можно? Это прыжок Гимли. Это бред. Это же бред. Ну окей. Значит, вторая обилка. Короче, вы можете выбрать одного из видов юнитов, и этот чел их призовет. Он как призыватель Ангмара. Собственно, тут есть конница и две саппортных хрени. Давайте сперва конницу. Конницу я уже затестил, и она выглядит очень даже неплохо. Жалко, конечно, что тут ничего нет, никаких обилок, никаких апгрейдов. Может, они их по дефолту получают, я не знаю. Но конница хорошая. Да, давит этих пацанов она почему-то плохо, но обычных она давила хорошо и почти не замедляется. И какая-то розовая жижа у них. Я надеюсь, что у меня игра не вылетит. Давайте я их продам лучше. Все, слон сдох, да? От одного отряда, господи. Даже не Грейджину. Печаль. Идем дальше. Повозка. А, нет, это не повозка, это таран. Да, собственно, тут больше ничего не написано. Это таран. То есть, ну, вы понимаете уже прикол, да? В чем? Вы можете построить юнита. Кстати, кольцо надо отдать мне. Который быстро бегает. Подвести его к вражеским зданиям. Превратиться в таранчики и снести их к херам. Ну, то есть, тут автор явно не продумал этот момент. Интересно, он давит? Он большой. Он давит, как у гномов. Ой, он, кстати... Он давит копейщиков, но, правда, огребает от них. Окей. То есть вы думаете про то, что я, правда? Можно подъехать к армии противника, забежать в нее, призвать эту штуку и продавить всех. Окей. И последняя штука. Это повозка. И она может хилить юнитов возле себя. И все вроде бы. Больше ничего у нее нет. Плюс еще один момент мне в голову приходит, который, возможно, сейчас следует затестить. Вот он есть. Допустим, давайте его покоцаем. Я почти уверен, что если он будет коцан, и вы призовете что-то, то он похилится. А, он так не хочет драться со мной. Давайте с этими подеремся. Вы что, издеваетесь? Ну... Сюда, пж. Ой-ой-ой. А я так не успею. Блин, у них огромный урон. 1200 хп у дяди. Ладно, пофиг тогда. Ну, это то, о чем я говорил. Тут просто баланс. Ну, его просто нет. Тут даже нет смысла жаловаться на него. Мод базируется на ваниле. То есть даже не на 2.02. На ваниле. Тут варчант. Это 50 урона, 50 брони. И так далее. Тут все в таком духе сделано.
Ладно, эти челики. Рефлектят 10% дамага. Блин, что это за странная фиксация у мододелов на этой штуке? Почему? Я просто не понимаю, как это должно по логике работать. Вот я понимаю, как это работает у короля-чародея. Ну, магия, типа. Ты его бьешь, и тебе больно. Но как это работает с этими пиздюками? Почему урон рефлектит? ЭЗ. Тут очень тупое описание. Слезть с лошади. Наверное, сесть на лошадь. Вау, это круто. То есть это геройка, которая может быть пешей и конной. Это очень сильно и полезно. То есть следует стремиться выйти в них как можно быстрее. Единственное, что от вас это не зависит, это зависит от прокачки. Дебаф. Дебафы 25% скорости и 30% брони врагам вокруг себя. То есть это как назгульчики. Ну, может быть, вот это логически, наверное, можно описать, ну, объяснить. То есть, они настолько сильны, что их слава идет впереди их, и враги знают, что это за челы, и так сильно их боятся, что изначально дебафаются от этого. Я умен, я гений. На 7 уровне можно бафнуть себе 30% скорости, и замедление придавки практически отрубается. То есть на 90% оно уменьшается. Это очень круто. Кому-нибудь... Наверное, на одном отряде мы... А, вот сюда мы пойдем. Сейчас проверим. И на 10 уровне постоянно они получают увеличение скорости атаки на 30% и получают резист к отбрасыванию. Ну-ка. Короче, это как Глориус должно быть, да? Да, они не замедляются. Там 10% замедления, это ничтожно мало. Очень крутая штука. Просто жесть. Я представляю, как у игроков будет с этого гореть. Ну, конечно, вам еще надо их до 7 уровня качнуть. Но в целом это мега крутой юнит. Самый сильный тут. Так, вроде я ничего больше не забыл. Тут больше ничего не строится. То есть осадок не предусмотрено для этой фракции. Только вот таранчики. Но в принципе, учитывая, насколько имбовые тут таранчики, то, наверное, так и должно быть. Все верно. Теперь идем по героям. Самый дешевый герой Галион. Это любитель пить винишко и производить винишко. Надо вот так сделать, чтобы нас случайно не пробили. Первый скилл пассивно восстанавливает ХП, если находится не в бою, юнитом и героем вокруг себя. То есть это ходячий фонтанчик, очень полезно. На 10 левеле пассивка улучшается, и также он увеличивает броню и получаемый опыт героев на 25%. Стоит заметить, что если вы 10 левела, то бустилка опыта не особо имеет смысл. Но здесь я не придираюсь. Разумеется, может быть такое, что он будет 10 левела, а кто-то 10 левела не будет. Это правда. Но в целом это мало полезно, и такие вещи нужно ставить на более ранние уровни, а не на поздние. Тем более, что ну, никакой имбовости в 25% набора опыта на 10 левеле я не вижу. Потому что его нет. Кроме того, вы можете активировать этот скилл, и Галион получит иммун к отбрасыванию на 15 секунд. Но при этом у него срежется урон на 25%. Ну, то есть смысла в этой обилке особого нет. Если на вас нападают тролли, то вы можете прожать ее, ну или летающая тварь. Вы можете прожать ее, чтобы сбежать. И все. Больше ни для чего. Может, тут бы хилку какую-нибудь? А, погодите, оно в радиусе. Тут не указано это. Тут еще какой-то эффект есть, но автор забыл написать. Я могу предположить, что вот это вот Galleon's selection of wine can bolster the morale of recovery of the woodland soldiers.
По идее, он им дает какие-то статы, может, хилку. Я хрен его знает. Сейчас у нас кто-нибудь покоцается. Немножко. Вот, допустим, вот это. Блин, я не успел. Да, он чуть-чуть хилит. Ну, насрать, как бы. Ну, в целом, в скилле много всяких бонусов, так что пойдет. Неплохой. Третий левел. Выбираем здание. И оно бустится на 33% на 30 секунд. Причем, неважно, ферма это или барак. То есть, юниты будут производиться быстрее, либо ресурсы будут производиться больше. Так, нам нужно поближе встать. У нас лукарей нет. Идем дальше. Но кроме того, когда скилл закончится, то 15 секунд это здание работать не будет, что слегка странно, но окей. Не понимаю просто, зачем нужно это ограничение. Но в целом все равно выгодно. Кинули на ферму. Кинули, наверное, даже не на ферму, а вот на вот эту штуку, чтобы быстрее раскачаться до 3-го левела и получить все бонусы. Норм. Ну, Трандуил. Я не вижу исцеления. Может, оно всем дает резист просто. Бля, как больно. У нас есть хилка такая. Так, специальная доставка. Галион бросает бочонок с вином. И на 30 секунд союзники получают иммунитет к страху и замедляют вражеских юнитов на 25%. Окей. Не, ну справедливости ради, если сравнивать с Аотром, это хотя бы имеет какую-то логику. Ну типа, это глупо, но все же бросил бочонок, вино разлилось и врагам сложнее двигаться. Вот, в Аотре он блюет. Или там другой герой блюет, неважно, он такой же винодел. Блюет на врагов и у них раздор врубается. Чё за... Ну что это за кринж? Ну как такое можно было придумать? Может тут тоже блевать будет? Галиан хилит Target Hero, видимо таргет. Короче, пацанчик, который мод делал, тоже не шарит в английском, как и я. Полностью причем хилит и увеличивает урон его на 50% на 15 секунд. Но когда эффект заканчивается, то этот герой дебафается на 25% урона на 15 секунд. Это тоже какая-то херня. Как бы зачем? Можно на автокаст поставить, наверное. Не, нельзя, это же full heal. Кстати, автокаст не работает, не прописан. Самому придется юзать. И он умеет ездить на лошади, но саппортом для лошадок он не будет, потому что у него такого ничего нет. Хотя... Нет, стоп, это для героев только. Да, у него ничего нет, чтобы саппортило юнитов. Ну, видимо, он будет саппортить своими статами. Мобы. Если вот эта штука работает на юнитов тоже, то можно будет конницей с троллями сражаться, как вариант. Только тут конница не может получить никаких грейдов, поэтому не уверен, что она их убьет. Троллей. Ну, неважно. Тауриэль. Значит, на клинки можно менять. А и от этого скиллы, как видите, зависят у нее. Секунду. Все, слон. Жесть. Ужас. Получает 25% урона против героев. Ну и вот эта вилка будет работать. Ну, мы к ней вернемся. А с луком замедляет вражеских героев на 10% на 5 секунд. Это беспонтово. Первый скилл. Ну или уже второй.
дебафает броню вражеского героя на 10%, на 25% на 10 секунд. Это тоже беспонтово, потому что 10 секунд слишком мало. Это старая, глючная, лагучая, медленная игра. За 10 секунд вы не успеете ничего сделать, он просто сбежит. Увы. А с луком можно продамажить юнита, и если это герой, то их дамаг режется на 25% на 10 секунд. Ну, то есть, как бы тоже беспонтово, но я полагаю, что это просто дамажит сильно. Да, жесть. Тролля ваншотнула. Правда, 10-й левел, может, поэтому. Третий скилл. Аж с 7-го левела, кстати. Не меняется. Таурель и союзники получают невидимость и ускоренный бег, ну, скорость бега на 15% на 10 секунд. И она может стрелять из невидимости. То есть, как бы, ну, с одной стороны круто, с другой стороны 10 секунд. Мeh. Но если бы они тоже могли драться в невидимости, то другое дело. Потому что, ну, тогда бы больше времени делать, это было бы имбово. Но так, такое себе, честно говоря. Ну, сбежать можно будет, в принципе. А следующий скилл с 6-го уровня. Тут 7-й, тут 6-й. Как-то меняется, может? Не. Блин, у нее агро какое-то убитое. Слишком далеко бежит. Так, приковывает к месту вражеского героя на 10 секунд. Тут все по 10 секунд. И вокруг него еще и стрелы будут. Вот бы как-нибудь... Че, бот не умеет заносить? Интересно, я смогу? Ладно, давайте мы сейчас прочитаем последний скилл. И потом пойдем рисковать. Короче, Таурель прыгает на вражеского героя и отрубает бонусы лидерства с него на 15%. Что бы это ни значило, я не понимаю. Обычно герои раздают лидерку. Может, это отрубает ли... Я не знаю. Это сложно. О! Да блин, только что ж было. Ага, прыгнула. Круто. И пока эта штука действует, она дерется только с клинками. Стой. Дерись только с клинками. Наносит дополнительно 50% урона по вражеским героям. И каждый удар замедляет лидеров тьмы. Что бы это ни значило. Видимо, сауронов и балрогов. На 10% на 5 секунд. То есть херня. Ну и нельзя использовать с луком. Окей. Где нас гули? О, есть чел. Вот на нем мы сейчас затестим. Короче, пока что это какой-то бесполезный герой, как по мне. Не, ну приковывать к месту героя это круто, но 10 секунд... Ну, не знаю. Но с другой стороны... Куда он делся? С другой стороны, тут все так быстро умирает, что, возможно, вам это и не нужно. Просто построим ее, потому что она, как бы, стреляет из лука. О, баг. Я понял. О, вот он, вот он. Охренеть. Ладно, забудем про нее. Леголас. Так, то же самое даггеры. С даггерами он сплэшом будет бить. Сейчас проверим, какой у него сплэш. Я не вижу сплэша. Ладно. Уйдем подальше, чтобы нам не мешали лучники.
Но как будто бы не было сплэша, честно говоря. Ага, короче, вот тут две обилки заменяются у него. Нас обманули, ребят, расходимся, сплэша нет. Беги. Grants him area effect damage. Нету сплэша. Этот скилл, собственно, вы знаете. Тут только поменяли анимацию. Почему-то. Ну, она выглядит неплохо, я не буду придираться. Но ванильная тоже выглядела неплохо. Поэтому я в этом смысла не вижу. Ну, в принципе, автору захотелось и сделал. Вот так. Бьет сплэшом, отлично. Ну, Леголас хороший герой. Если мы с клинками, то мы можем подрубить их еще раз. И это даст нам 25% брони. И аж 200 скорости атаки. Господи, 200. Звучало это лучше, чем есть на самом деле. Окей. Так, следующий скилл. Принц Лихолесья. Дает... тут есть активка и пассивка. Значит, он заливает опыт вашим юнитам, а на 7-м левеле дает лидерку на опыт. Ну ок. Ну пофиг, типа. Эльфийские глаза. Увеличивает свой обзор на 100%, на 15 секунд. И когда вы проюзали этот скилл, можно его еще раз проюзать, чтобы увидеть, ну, скорее всего, невидимых юнитов. И у него еще и пассивно есть палево невидимых юнитов. Ну, сможете кольцо искать, в принципе. Ну, голума я имею в виду. Так, и на 10-м левеле отбрасывает и наносит урон всем врагам вокруг себя. Я ничего не понял. Я ничего не замечаю. Ой, я, кажется, немножко не то сделал. Ну и, собственно, ульт, если вы с луком, то понятно, такой же. Только эффект по-другому выглядит. Так же, как и двойной выстрел. Ну-ка, сюда идем. Все, я понял. Радиус просто маленький. Очень. Да, очень маленький радиус. Ну, какой-то ульт говна. Но, в принципе, можно забить и использовать вот этот ульт. Он хороший. Трандуил. Так, дайте я еще построю, чтобы он меня не мучил. Трандуил. Самый дорогой герой. Бьет в ближнем бою, что очень грустно. Мне нравится Трандуил лучник. Очень нравится. Фига себе, катапульты какие жирные. Самый дорогой герой с 3 ударов кату убивает. Офигеть. Так, бьет сплэшом, дядя. Что очень приятно. Сплэш, ну, в принципе, не самый большой, но нормальный. Полезно. Первый скилл. Возможность сесть на лося. Сейчас мы спрячемся, чтобы копейщиков не убиться. Пассивно Трандуил раздает бонусы на 1-м, 3-м, 7-м и 10-м уровне. Что же это за бонусы? На 1-м уровне он дает лидерку на резист к страху, на 3-м уровне 25 брони, на 7-м уровне 25 урона и на 10-м уровне он уменьшает КД всех обилок ваших героев на 25%.
Кроме того, на 5-м уровне он получает свою броню дополнительную. Ну, в смысле, новую броню, я неправильно выразился. Которая увеличивает его броню и увеличивает его сплэш. Собственно, я его уже прокачал, так что, сори, какая у него там старая броня была, мы не узнаем. Вот новая. Кто любит фапать на броню, наяривайте. Ну, моделька нормально выглядит, кстати. Вообще без претензий. Собственно, вот олень. Я на всякий случай спешу, чтобы узнать. Ага, вроде скиллы не меняются. Хорошо. Итак, 3-й уровень. Ну, сразу же стоит обратить внимание, что вот это у нас саппорт для конницы. В первую очередь. И, имея его, имеет смысл использовать Галлиона на лошади. Потому что Галлион будет хилить нашего Трандуила на фулл. Вот, то есть теперь понятно, для чего так сделали Галлиону. Блин, какие же они толстые, я не могу их пробить. Смотрите, как быстро сдохнет еще. Все. Окей. Значит, второй скилл. Вражеские юниты дебафаются на 25% урона и брони всего лишь на 10 секунд. Очень жаль, этого мало. На 6-м уровне радиус увеличивается. То есть это уже увеличенный радиус, вы видите, ребят. К сожалению. На 5-м уровне вызывает на минуту отряд варденов, а на 10-м уровне этот скилл улучшается и 3 отряда сразу вызывает полностью укомплектованных, что-то с обилками там какими-то на 2 минуты. Ага, ну то есть это обычные войска, я понял. И кроме того, жаль, что нам это снесли. Но если Трандуил будет 10 уровня, то он пассивно откроет нам возможность дополнительных стражей строить, королевских, вот этих вот. Сколько я понимаю. Да-да-да. То есть изначально мы можем только 1 отряд строить. Если Трандуил 5 уровня, то 2. Если Трандуил 10 уровня, то 3. Ну, в принципе, все логично. Они очень сильные. Тут автор поработал над балансом. На 8 уровне бафает вашу армию на резист к осадному оружию и стрелам. Ну, то есть броньку от лучников дает. И какие-то построения тяжело бронированных юнитов открывает. Но они же вроде и так. Они вроде и так доступны. Я не понимаю прикола, честно говоря. Ну, неважно. И его ульт. На 30 секунд. Бонус, который... Стоп. Elven King of Mirk. Вот это. Ага. Бонус 25% увеличивается втрое. То есть становится 75, я полагаю. И работает еще и на Трандуила, но не полностью, на 25%. На броню. Окей. И когда он атакует, он отбрасывает врагов. Да блин, ну меня убивают. Боже, что это? Кто снес? Таран пробрался, лол. Вот же зараза, все испортили мне. Можете снести их? Что за бред? Почему они... У них же апгрейд стрел есть. Так, дочитываем. Короче, он имеет иммунитет к отбрасыванию, и когда он кого-то атакует, то он их отбрасывает.
Кроме того, он получает снижение урона от магии и элементов, ну то есть огня, льда, бла-бла-бла, на 50%. В общем, от всяких гендальфов. Теперь посмотрим на палантир. С кольцо будем отбирать. Первый тир. Вызов Патронуса. А ну-ка смотрим, буду я придираться к этому или нет. Ну, он, по идее, хрен его знает. Но тут хотя бы он не такой, как в Аотре, в том плане, что это буквально... Нет, вру. Да, это мифически все равно. Короче, магическая скотина вызывается для разведки. Вот. И вокруг себя она дебафает врагов. Ой, как же лагает. На скорость атаки, скорость движения и дамаг. Вот. Ну, короче, мне в принципе это не нравится. Но не так сильно, как в Аотре, потому что это хотя бы первый тир. Вот. То есть, ну, надеюсь, тут 25-ки нормально сделаны. Второй скилл — это исцеление, вы уже видели. Кроме того, оно на 10 секунд дает резист к элементальному дамагу на 25%. Мало полезно, но в принципе от хилки большего и не надо. А вот этот скилл очень странный, он дает второй левел вашим юнитам. То есть это очень полезно может быть в начале игры, но вы можете мечниками закрепить варгов. Я настаиваю, мечниками. Без потерь вообще. Они вообще не стреляют. И получить второй левел за их крип. О, все, теперь стреляют. То есть, если автор поработает над балансом в моде, то это в принципе будет полезно в начале игры и бесполезно не в начале игры. Только нужно понимать, что тут нет апгрейда флагов, и это единственный вариант получить знаменосцев. Так что я могу быть неправ. Но мне просто кажется, что, ну, посмотрите на радиус. Это не очень будет полезно в любом случае. Вы всю армию не сможете пробустить. Ну, такое, короче. Хочется придраться, но сильно не буду. Дальше вызов Радика на втором тире. У Радика есть пассивка, которая дает броню героям и зданиям, что в некоторых ситуациях может быть весьма имбово. Ну, он быстро закончится, но все же, если у противника мощные герои и вы деретесь, то да, можно его вызвать, и это будет круто. У него есть... Я не успел. У него есть Wizard Blast. Почему катапульты такие сильные в этом моде, я не понимаю. Вот. То есть в целом только ради этого уже его стоит вызывать, это круто. Но и кроме того, он может забустить вашу эку. Ладно, пускай умрет. Я вам сейчас покажу, что у нас тут есть. А он так не вызывается. 36 монет дает. О, кстати, я вспомнил про апгрейды. Здание, которое он бустит, становится неуязвимым и дает больше денег, а также быстрее производит юнитов на 50% на 15 секунд. Жух. Смотрим по инкомам. А, вот это надо было сделать, чтобы через всю карту работало. Все-таки это же только на одно здание юзается. Ну-ка. Прожал. Один инком, 55. 2. 3. То есть этот скилл дает нам 60 монет. Говнище. Просто убожество. Окей. И при этом вам еще придется... Допустим, вы тут деретесь. Вы использовали его в бою. Если вы хотите это поджать, вам еще придется бежать и просрать все время его действия. Хуже скилла очень сложно придумать. Увы. И вот самое грустное, что, блин, у меня заняло
30 секунд, чтобы это затестить. Автор даже не додумался. Ну почему так? Сори за эти звуки. И последний. Да зараза. И последний. Ага, хилит юнитов, хилит героев и восстанавливает обилки героев. Короче, в целом, Радагаст очень хороший. Очень полезен. Но некоторые обилки, конечно, у него не очень. Едем дальше. Лес дает 50 брони и отрубает вражеские лидерки. Тут все понятно. Это очень мощный скилл. Дальше это постройка юнитов. То есть врубаете, они быстро строятся. Ну, у меня чит, так что он не так быстро строится. Ну, мне это не нравится. Мне это нравится только для фракций, у которых юниты дешево стоят. Ну, то есть злые фракции. То есть у которых смысл спамить. Вот, а давать такой скилл фраке, у которой юниты самые дешевые по 450 монет, крайне странно. Я не говорю, что он бесполезен. Разумеется, у вас в игре будут моменты, в которых и будет иметь смысл это юзать. Но в целом это филлерный скилл, который вы, скорее всего, пикнете, когда у вас уже все обилки будут выбраны. Поэтому не нравится. И еще один скилл, который я еще не прочитал. Recruitment Hall, это у нас что? По идее, вот это. Если мы это юзаем, то они сразу с броней выходят. Прикольно, прикольно. То есть мы сможем выбрать сразу же, какого юнита мы хотим. Пин, а в чем... Погодите-ка. А в чем смысл? Или это дешевле будет? А ну, допустим, сколько нам на тяжелую броню надо потратить? 600. Окей, это ради скидки. Ладно. Мы экономим 150. Потратим. Ага. Мы экономим 450 монет на тяжелой броне. Ну, короче, на всем мы экономим. Окей, это неплохой скилл. Это даже больше смысла имеет, чем это. Причем он кидается навсегда, перманентно. Только если здание снесут, то, разумеется, вам придется его переюзывать. Нормально, нравится. Третьи тиры. Союзники из Лотлориана. Галадриэль присылает нам войска. Эта штука вызывает какой-то лотлорианский боевой шалаш, в котором можно строить Галадрием и Халдира с 5-го левела. Кроме того, это дает эльфийские плащи и луки Галадрием Леголасу. Увеличивает его броню на 30%. Каждый раз, точнее первый раз, когда вы призываете этот шалаш. Ну, фича с Леголасом для 3-го тира выглядит как-то слабовато. Ну, не то чтобы это плохо. Окей. Я не понимаю, почему там про 5-й левел было написано. На 5-м левеле. Тут нет левела, он сразу вызывает. Сложная какая-то хрень. Ну, я не знаю, получить героя за деньги же. Что-то не посмотрел, сколько он стоит. Для 3-го тира, мне кажется, слабовато. Может быть, эти юниты вывозят. Ага, у них сразу же апгрейд стрел есть. И я так понимаю, апгрейд клинков. И броня у них есть. У них повышается здоровье на 80 единиц. Дамаг на 25. И плюс у них тяжелая броня. Ну, окей. Но они дешево стоят как-то.
Но это не значит, что они слабые. Может быть, их цена обусловлена тем, что они вызываются из третьего тира. Блин, он их ваншотнул. Не, честно говоря, они как-то слабо дамажат по сравнению с моими юнитами-то. Что мне сделать, чтобы ты выстрелил? 5 левел качнуть. Халдир тоже не особо дамажит. Окей. Окей. Что делать? Так, я отбился. Продолжаем. Значит, на 3-м левеле он может стрелять своей золотой стрелой, которая сильно дамажит одну цель и станет врагов в небольшом радиусе на 5 секунд. Господи, это ужасно. На 5 секунд. Ну, в принципе, можно на автокаст поставить и забыть про это. Так, этот скилл используется на союзные здания. Пока ваши войска возле этого здания находятся, то они и ваши герои тоже получают 25% скорости и иммун к наезду кавалерии. Ну, по идее, это может быть полезно, если у вас этот 3-й тир уже откатится. Я напоминаю, это не 2-я часть, и мы не можем тут строить юнитов где хотим. Вот в чем проблема. То есть, либо мы сражаемся возле вот этой точки, либо возле нашей базы, либо этот скилл бесполезен. Но мы можем призвать шалаш наш. И можем на него кликнуть, и тогда у нас будет иммун к давке кавалерии. В принципе, это полезно. Просто очень сильно ограничено использование этого скилла. На 8-м левеле он вызывает войска дополнительные. Ну, то есть 2 отряда Галадрим вызывает. Мы кольцо украли, ура. Ходим. О, тут можно в крепу пихнуть. Что еще? Ага, эти Галадримы не могут переключать оружие. То есть один отряд с луком, один отряд с мечом. Но зато они будут давать лидерку всем остальным Галадримам 25% урона и брони. А двигаться можно ими? Можно. Ну окей. 2 отряда плюс лидерка. Полезно. Только если бы он всем еще это давал, а не только Галадримам. Ну ладно, я в принципе могу пережить это. Сейчас я угадаю, тут Галадриэль будет строиться. И 10-й левел. Дает неуязвимость юнитам, но они не могут атаковать. 15 секунд. Можно на врагов тоже кидать. А большой такой радиус. Ну, используем для отступления. Можно попробовать половину армии врага отрубить на 15 секунд. В принципе, скилл не бесполезен. Но вот это вот все мне не очень нравится. А, это, кстати, не все. При переключении оружия бафаются наши Галадримы на 5 секунд. Дамаг и броня. То есть, если он лук врубает, то броня, если меч, то урон. Ну, в принципе, мы можем просто прокликать. Вжух. И все пробафать. Механика очень плохо сделана, мне не нравится. Галадриэль. Но в целом это полезно. Короче, подводим итоги. Герой не очень силен, но он дешево стоит. Но он закрыт за 3-м тиром. Вот. Для 3-го тира это очень слабый скилл. Это чересчур слабый скилл. В целом, Галадримы показались мне слабыми, но их стоит, конечно, затестить в нормальном режиме, ну, то есть против игрока, потому что тут бот постоянно прет и не получается, например, посмотреть, как они мечами своими орудуют и так далее. То есть я не настаиваю. Может быть, они хороши.
Но тянут ли они третий тир? Не уверен. Мои лукари выкашивают все. Причем самые дешевые мои лукари выкашивают все. Нужно ли мне это? Нет. Мой вердикт — говно, обилка. Идем дальше. Мы атакуем на закате. Ага, погодный эффект, который дает нам скорость бега 35% и резист к страху и ужасу, и отменяет другие погодные эффекты. Тоже дерьмо, но в принципе как отменялка погодного эффекта пойдет. Ну, вы же понимаете, что погодные эффекты в этой игре не юзаются, чтобы противник не мог юзать, вы тоже не юзаете. Если он заюзает, то вы свой проюзаете тогда. Поэтому плевать, что он дает, даже если в нем просто отменялка погодного эффекта, то это сойдет. Но само по себе, конечно, очень слабо, 35%. Мало, нужны еще какие-то статы. Если бы, может, оно станило или замедляло врагов, и нам еще давало скорость бега, то ладно. Но так мало. Ну, посмотрим, как выглядит, кстати. Конница наверняка очень быстро будет бегать с этим. Сейчас мы проверим. Да, довольно быстро. То есть отдельно на конницу полезно. Они давят копейщиков. Эй. Окей. А, можно убить, кстати, этих? Они мне показались очень сильными, эти всадники. А, лукари убивают. Дальше. Мерин Энгелит. Что бы это ни значило. А, это, короче, пикник. Он вам ресурсы будет давать. 60 ресурсов. Навсегда. И вызывается с войсками. Какие-то сильные челы, походу. 300 хп. Ну, допустим. Оно вроде больше ничего не дает. А, оно дает невидимость вашим юнитам. Ну, не знаю. Это неплохо, в принципе. Но тянет ли это на третий тир? Можно убрать вот эту невидимость в радиусе и это запихнуть во второй тир. Это очень неплохая обилка второго тира будет. Но для третьего тира как-то, ну не знаю, ребят, мне кажется, это не тянет. Ну-ка. Блин, вот бы против игрока это затестить, посмотреть, будет ли он видеть моих юнитов. Если они в невидимости стреляют, то это имба. Вообще, теоретически, вы можете насрать этими штуками. Если долго играете, тут никакого лимита нет. Ну, правильно, что нет лимита. Может и тянет. Такой, типа, такой слабенький третий тир. Но в перспективе вы можете их много накопить. И особенно если вы проигрываете. Это может быть очень круто. Тут написано, что он невидим для юнита. Может, я неправильно перевел? Нет, окей, тут это не написано. Написано, что он только... Нет, написано, да, что он невидим возле деревьев. И тут порезка ресурсов у него идет. Ну, не знаю, ребят. Ну, пускай будет. 4-й тир. Так, это, походу, землетрясение, да? Галадриэль вызывает. Она даже сама самонится. Неплохо.
Почему нет? Эту штуку должно снести полностью, да? А, тут такой фильтр прописан, что я не могу... Ну, допустим, вот тут кину. Ага. Ну, нормально, кстати. Респект, что не сносит саму крепу. Правильно сделано. Скилл мощный. Тут тоже здание поломало. А ну-ка, вот третий левелы. Да, вот это, по идее, самые толстые здания должны быть. Да, скилл очень мощный, при этом не имбовый, благодаря фильтру, то что вы не можете вот так его кинуть. Тут автор продумал. И второй, зачарованная река. Так, станет и дамажит. Короче, это засасывать должно. Угу. Еще и здание дамажит. Окей. 25-ки мне нравятся. Тут вообще никаких претензий. Плюс мне нравится, что одна... Ну, то есть, что они не одинаково сделаны. Одна больше против зданий, одна больше против юнитов. Кстати, а юниты сдохнут от этого? Ну, ладно. Это и против зданий, и против юнитов. Но все равно я не буду придираться. Хорошо сделаны 25-ки. Ну и Галадриэль. Я вижу, что она ванильная. Ей ничего не меняли. Но, скорее всего, она сама по себе очень сильная. Потому что с плэшом же огромным бьет. Да? Да, да, да. Сплэш такой, что целый отряд дохнет. Хотя бы это катапульту ваншотит. Не ваншотит. Окей. Я не помню, какие в ваниле были катапульты, но такое впечатление, что тут автор их перебустил. А, героев не убивает, что ли? О, 2.02 довольно имбовые кольцевики. Тут я вижу, что не очень. Ну, это мне больше такой вариант нравится, что она от героев огребает. То есть шанс забрать кольцо хотя бы у тебя. Это все равно, если она будет под прикрытием моей армии, то он ничего не сделает. Ну, норм. В принципе, по моим ощущениям, мод не так уж и плох. Просто он вообще не проработан. Я бы на месте автора не релизил его в такой форме. То есть это выглядит как такая супер ранняя альфа-версия. То есть будет скучно играть в мод, потому что сделана только одна фракция. Справедливости ради, другие фракции, они приведены в порядок, чтобы в них можно было играть в рамках первой BFME. Но учитывая, сколько тут контента и как мало контента здесь, это как-то не очень выглядит. Мне лично не хотелось играть. У мода есть потенциал, если он все переделает. Единственное, что мне не нравится, что он выбрал самую старую версию игры за основу. Лучше бы он взял 2.02 или хотя бы что-то похожее. Придется очень долго работать над балансом, потому что ванила была слишком кривой, чтобы в нее играть. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете о моде. Опять-таки, если вы хотите, чтобы я записал геймплей с ботом или с кем-то, то дайте мне знать, я постараюсь. Всем пока.